Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирога, который уже живет в моей семье много-много лет. Сегодня у нас будет куриный пирог. И куриный пирог у нас сегодня будет с грибами. Конечно, грибы вы можете добавлять, можете не добавлять. Это уже по вкусу. Но так как этот раз у меня дома не было детей, я добавила и грибы, и лучок. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Очень вкусный, совсем несложный и сытный пирог. Ну что, мои дорогие, начнем готовить. Сегодня для пирога нам понадобится курица. Здесь у меня филе куриное от бедрышек. Можете прекрасно взять и грудку куриную, а можете взять уже готовую отварную курицу. И тогда вам не придется ничего жарить, тушить. Курицу нужно будет порезать на мелкие-мелкие кусочки. Вот такие. Курица уже готова, я ее всю порезала. Можете взять половину на половину. Половину грудки, половину бедрышек. И здесь у меня 300 грамм шампиньонов. Шампиньоны, один гриб большой я откладываю для украшения, а остальные нужно будет мелко порезать. Грибы я очищаю. Если у вас грибы чистые, то можете просто протереть их бумажными полотенцами. Шкурочку снимаю аккуратненько вот так, и потом нужно будет все это порезать. Грибы уже порезанные. А один гриб я порезала вот такими пластиночками. Это для украшения пирога. Здесь у меня уже готовая нарезанная курица, готовые грибы, одна луковица мелко нарезанная и гриб, который мы оставили для украшения. И теперь займемся начинкой. Для начинки нам нужно будет взять приблизительно 30 грамм сливочного масла и небольшую сковороду. Растапливаем масло, добавляем лук, помешиваем, пока лук не станет прозрачным, и добавляем всю курицу. Курицу я не кладу в начинку сырой, мои дорогие, потому что как-то и боюсь я, и не привыкла я. Но если вы делаете пироги с сырой курицей, то кладите. Я курицу всегда заранее обжариваю, тушу, варю, обрабатываю. Перемешиваю хорошенько. Добавляю грибы. Солим по вкусу. Приблизительно где-то 1 чайная ложечка соли уходит. И добавляю черный перец. Опять-таки по вкусу. Перемешиваю все быстренько. Грибы и курочка уже пустили сок. Теперь уже мы увеличиваем мощность плиты. Добавляю 4 столовые ложки сметаны. Это приблизительно где-то 80 грамм. Если нет сметаны, добавляйте йогурт или сливки. Все это быстро перемешиваю. На все приготовление начинки у меня уходит где-то 20 минут. И сейчас уже на большом огне, буквально несколько секунд, мешаю и убираю с плиты. Теперь нужно только нам остудить начинку. Для теста нужно будет взять 250 грамм сметаны. Сметана у меня 20% жирности, 250 грамм молока. Можно все брать из холодильника. Одна чайная ложка сахара и пол чайной ложечки соли. Добавляю 2 яйца и перемешиваю венчиком. Все это быстренько. Духовку включаем разогреваться приблизительно где-то на 180-190 градусов. На режиме вверх-вниз. И добавляю муку. Здесь у меня 320 грамм муки уже просеянной. Две чайные ложечки разрыхлителя.
В граммах все я напишу внизу под видео. Если у вас нет сметаны и нет молока, то можно прекрасно заменить 500 мл кефира. Но смотрите, если вы добавите кефир, то добавьте 2 столовые ложки или растительного или сливочного масла растопленного. Так как здесь у меня сметана жирная, я уже масло не добавляю в тесто. Ни растительное, ни сливочное, никакое. Тесто получается вот такой по консистенции, как на оладьи. Форма 24 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой и выливаю приблизительно половину теста. Здесь уже нам не нужны весы, даже если чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, ничего страшного нет. Начинка остыла. Распределяю равномерно начинку на тесто. Здесь у нас получается где-то 600 грамм грибов, 600 грамм курицы и 300 грамм, 250-300 грамм грибов. Сверху 50 грамм любого сыра, натертого на терке. Мои дорогие, мне кажется, заливные пироги – это палочка-выручалочка. Это и быстрый обед, это и быстрый ужин, это еще то, что осталось, можно, конечно, дать и на завтрак. Этот рецепт вам поможет всегда. А начинки уже можно менять по своему вкусу. В 10-15 минут буквально вы займетесь тестом и начинкой, и потом уже все у вас готово. Все остальное за вас сделает духовка. Прокручиваю, чтобы пирог у нас получился ровным. Сверху уложу грибочки. Это, конечно, уже для красоты. Можно не делать этого. Можно сверху посыпать просто кунжутом, можно даже ничем не сыпать. Пирог сам по себе получается румяным, даже без грибов. И красивым. Напишите, мои дорогие, мне в комментариях вообще, какие начинки вы предпочитаете для заливных пирогов и какие у вас есть интересные рецептики. Очень мне интересно, откуда вы меня смотрите, конечно. Пишите. И вот такой пирог у нас получился. Я его выпекала сегодня ровно 45 минут. Приблизительно 45-50 минут выпекается пирог. Смотрите, мои дорогие, пирог пропекся. Он очень вкусный, высокий, красивый. И на обед, и на завтрак, и на ужин, как я вам уже сказала. Попробуйте приготовить, понравится всем. А получится обязательно у всех. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч на моей кухне и всем приятного аппетита.